Как утверждает статистика, каждую минуту в мире заваривается 4 порции этого продукта, что и не мудрено. Он быстро насыщает и не требует никаких усилий для приготовления, обладая при этом ярко выраженным приятным вкусом. Темой этого выпуска станет один из наиболее спорных фастфудов – лапша быстрого приготовления. Здравствуйте, мои хорошие! Несмотря на то, что лапша быстрого приготовления является продуктом современного мира, ее история насчитывает уже более 4 веков. Впервые она появилась в Китае, и это была сухая, обжаренная яичная лапша, которую заливали горячим бульоном и ели. В привычном для нас виде лапшу изобрели намного позже, в 20 веке. Терзаемая голодом послевоенная Япония стала ее второй родиной. Риса не было, зато была пшеница, которая поступала как гуманитарная помощь. Немного муки, воды и сухих трав, и готов довольно сытный продукт, который можно очень быстро приготовить и долго хранить. В 21 веке многие люди считают лапшу быстрого приготовления настоящим злом. Тем не менее, количество любителей быстрой еды со временем только увеличивается. Полезных качеств у нее немного, но все же они есть. Лапша доступна всем и каждому. Ее можно найти в диапазоне от 5 до 50 рублей за пачку в любом продуктовом магазине. Она довольно калорийна, потому чувство насыщения приходит после употребления одной порции. Достаточно всего 3-6 минут, и лапшу уже можно употреблять, что позволяет сэкономить время и силы. Для сравнения, чтобы приготовить обыкновенные макароны, обычно уходит от 7 до 15 минут. Ну и, конечно, лапша содержит пищевые волокна, крайне необходимые для нормального функционирования пищеварительной системы. На этом, пожалуй, и заканчиваются ее основные плюсы. А теперь о минусах. Действительно ли употребление лапши быстрого приготовления наносит серьезный вред? В основе лапши лежит самый бесполезный, но и не опасный сорт пшеничной муки. В нем много калорий, но почти нет клетчатки и витаминов. Следующий ингредиент – пальмовое масло. Не самый богатый витаминами и несущий крайне мало пользы. Однако на человеческое здоровье воздействующий вовсе не так разрушительно, как принято считать. Всемирная организация здравоохранения включила пальмовое масло в список 17 растительных масел, соответствующих пищевым стандартам. Гораздо опаснее вкусовые добавки, которые прилагаются к лапше быстрого приготовления и наделяют ее вредными свойствами. В первую очередь это соль и сахар, которых здесь очень много. В последние полвека человечество ими сильно злоупотребляет, за что расплачивается ранней смертью от инфарктов и инсультов и целым ворохом хронических заболеваний. Отдельного слова заслуживает глутамат натрия. Это вещество стимулирует аппетит, за счет чего человек съедает гораздо больше, чем требует организм. Кроме того, в больших дозах глутамат негативно воздействует на психику, избыточно тонизирует и перевозбуждает отдельные области головного мозга. Глутамат активно используется в китайской кухне, и есть даже такое понятие, как синдром китайского ресторана. Покраснение лица, головная боль, обильное потоотделение, тяжесть в желудке и другое, что напрямую связано именно с повышенным употреблением глутамата натрия. Британские ученые несколько лет назад даже назвали лапшу быстрого приготовления аналогом легкого наркотика. У большинства испытуемых после ее употребления улучшалось настроение и учащалось сердцебиение. И все благодаря химическим усилителям. Модифицированный крахмал не имеет никакого отношения к генной инженерии и разрешен даже при производстве детского питания. Он нужен, чтобы продукт стал гуще. В лапше практически нет витаминов, ценных жиров, углеводов, белков, клетчатки, которые нам необходимо получать из еды для активной жизнедеятельности. Правда, с недавних пор производители, желая поправить репутацию лапши, добавляют туда какое-то количество витаминов. Но их настолько мало, что любая другая еда, приготовленная дома, скорее всего содержит куда больше полезных веществ, даже если это суп из консервированной рыбы или овсянка на воде.
Что касается калорийности лапши, на 100 грамм продукта приходится порядка 450 килокалорий. Это почти как в полноценном обеде из 3 блюд. При этом минимум белка и максимум простейших углеводов, которые быстро усваиваются организмом, что приводит к усиленному выделению инсулина и повышению уровня глюкозы. Естественно, такие процессы в организме не могут пройти без последствий, и при систематическом употреблении в пищу лапши могут привести к развитию инсулиновой резистентности и сахарного диабета 2 типа. Эксперты Роскачества проверили, насколько вредна лапша быстрого приготовления. Образцы изучили по 170 показателям качества и безопасности. По итогам выяснилось, что ни одна торговая марка не может претендовать на российский знак качества. Во всех были обнаружены те или иные несоответствия. В лапше некоторых торговых марок обнаружены следы пестицидов, регуляторов роста растений и микотоксинов. Охротоксины – результат жизнедеятельности плесневых грибков. По мнению экспертов, микотоксины могли попасть в лапшу из сырья, либо из-за недобросовестных поставщиков, либо из-за недостаточного входного контроля на производстве. Микотоксины также могут появляться в продукции при транспортировке или хранении готового продукта, когда возникают условия для грибкового поражения. Другие нарушители, пестициды и регуляторы роста растений, также могли попасть в лапшу только через муку. Между тем, в ходе проверки лапши быстрого приготовления были опровергнуты некоторые потребительские мифы. Оказалось, что в этом продукте не так много глутамата натрия, как принято считать. При допустимых 10 грамм на килограмм наибольшее содержание этой добавки составило 3,48 грамма на килограмм. Также эксперты Роскачества выяснили, что производители не скрывают использование в составе продукта сои. Во всех образцах с соевым белком соответствующая информация содержалась на этикетке. Исходя из вышесказанного, существует целая группа лиц, которым употребление лапши быстрого приготовления категорически противопоказано. В первую очередь, это, конечно, дети. В детском меню подобных полуфабрикатов быть не должно. Дети значительно быстрее привыкают к различным добавкам и специям и намного хуже отвыкают. Более того, у них развивается свой перечень нарушений в организме. Наименее страшным последствием станет неиссякаемая гиперактивность, которая принесет родителям массу хлопот и закончится нарушением сонного режима. А это уже плаксивость, чувствительность, потеря аппетита и так далее. Вредна сухая лапша и пенсионерам. Тонус кожи, как и вен, уже заметно ослаблен. Атеросклероз не заставит долго ждать, как и нарушение сердечно-сосудистой системы. То же самое можно сказать и о беременных женщинах, у которых функциональность организма на этом этапе заметно ослабляется. Все органы несут двойную нагрузку, и испытывать их на прочность дополнительными методами точно не стоит. И однозначно, вредные свойства блюда негативно отразятся на развитии и состоянии ребенка. Также не стоит увлекаться лапшой быстрого приготовления людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердца и почек. Стоит ли употреблять в пищу лапшу быстрого приготовления здоровым людям? Это личный выбор каждого. Но стоит не забывать, что она не способна заменить обычную свежую еду. С точки зрения медицины, такую лапшу нельзя назвать однозначно вредной, но и пользы организму она не принесет. Ну и, конечно, систематическое ее употребление изо дня в день, из года в год не сулит ничего хорошего даже здоровому организму. А на сегодня это все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!